Причина курения. Я начну с небольшой истории. Когда европейские, в частности испанские оккупанты прибыли в Америку для того, чтобы пограбить ее немножко, они встретили там неожиданно индейцев, которые были очень миролюбивые и которые предложили пришельцам раскурить трубку мира. Таким образом, индейцы всегда проверяли вновь появившихся людей на предмет болезней в легких, потому что там свирепствовала такая болезнь, как отравление червями, которые размножались в легких. И если человек не мог выкурить трубку, из него начинали лезть черви, он задыхался при этом, то его из племени выгоняли. Но испанцы приняли это за какой-то подарок, сами научились дымить, вдыхать дым и выдыхать. И принесли эту привычку в Европу. Затем наш доблестный царь Петр I привез эту привычку также и в Россию. И с тех пор люди курят и никак не могут бросить курить. И я вам точно скажу, что и человек бросить курить не сможет никогда. Я вам объясню почему. В ноябре 2017 года я разработал новую теорию кровообращения, ссылка на которую будет в правом углу, вот здесь, в конце этого видео. И вы можете тоже разобраться, в чем тут дело. В двух словах я вам сейчас это расскажу. Человек, который делает длительную затяжку с сопротивлением, набирает в легкие, полные легкие воздуха, но, как оказалось, по моей теории кровообращения, в легкие затягивается также вместе с воздухом и синяя венозная кровь, которая через сердце, через правое предсердие, правый желудочек втягивается и набирается, накапливается в легких, как в губке. То есть в легких, в альвеолах воздух, а в капиллярах, которые на поверхности альвеол, вот на этих шариках находятся капилляры, в них накапливается венозная кровь при вдохе. То есть человек, например, 8 секунд делает затяжку и набирает 4 литра воздуха и, допустим, литр крови венозной. Затем при выдохе он рисует кольца, легкие полностью освобождаются от воздуха и практически полностью освобождаются уже от артериальной крови, которая при дыхании зарядилась. Эритроциты получили отрицательный заряд. Вот так происходит интенсивное, правильное кровообращение. То есть вдох, затяжка, выдох. И если человек это делает, буквально 8 затяжек, и у него вся кровеносная система приходит в движение, освобождается кровь из мозгов, человек начинает хорошо думать. Почему? Потому что он все клетки тела и мозги в том числе получили питание за счет подачи крови, за счет такого интенсивного дыхания и кровообращения.
Это я вам показал, чем заменить курение. Вот таким громким пением и вдох с сопротивлением. Несколько таких вдохов и выдохов, и вы почувствуете, как головка закружилась от подачи свежей крови. У вас выделяется эндорфин, и человеку становится хорошо, и он заменяет с успехом курение на молитву, на громкую молитву, которая именно в этом ритме и идет. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Жизнь свою спасти. Вот и все. Я, правда, показал движение диафрагмы неправильно. Но это специально сделал для того, чтобы вы разобрались, что при вдохе диафрагма опускается, а при выдохе поднимается. Еще хотел я добавить, что я давно сделал фильм «Чем заменить курение». Но вот теория кровообращения была предложена только 4 месяца назад. Поэтому я решил сделать вот такой фильм о причинах курения. Причина курения состоит в том, что человек в основном берет пример с окружающих, а всеобщее невежество, то есть незнание сути, и приводит потом к раку легких, раку гортани. Не надо себя доводить до такого состояния, а лучше надо задуматься, чтобы черепок ваш наконец сообразил, что жизнь гораздо дороже, чем невежество. Желаю вам крепкого здоровья. Передайте это видео своим близким, жизнью которых вы дорожите. Может быть, они начнут молиться вместо курения.